Приветствую вас на канале Техревизор. Представляю обзор лучших мониторов 27 дюймов на 2024 год. Топ охватывает варианты разных сегментов цен с оптимальным соотношением цена-качество. Рейтинг включает игровые модели с частотой 144 и 165 Гц, IPS-модели для работы, а также универсальное решение с разрешением Full HD, 2К и 4К. Все устройства подобраны от надежных производителей, предлагающих актуальные характеристики и долгий срок службы. Чтобы облегчить задачу, я собрал 10 лучших 27-дюймовых мониторов с этой диагональю и разбил на категории по цене. Получилось 3 подборки. Недорогие мониторы стоимостью до 20 тысяч рублей, средний сегмент мониторов с ценой до 35 тысяч и топовые модели от 50 тысяч рублей. Найдутся варианты и для геймеров, и для дизайнеров, и для офисных сотрудников, и просто универсальные мониторы для бытовых задач типа YouTube посмотреть, ленту в соцсетях полистать и в браузере посерфить. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем с бюджетной подборки до 20 тысяч рублей. Тут на третьем месте рейтинга стоит Xiaomi Redmi X27G. Самый дешевый монитор из всего рейтинга. На ноябрь 2024 года его цена примерно 10-12 тысяч рублей. Сразу же предупреждаю, модель китайской версии, то есть меню на русском языке тут нет. Ну и еще в комплекте отсутствует переходник на европейскую вилку. Этот монитор можно посоветовать при совсем ограниченном бюджете для нетребовательных пользователей. Он и для игр подойдет, и для работы, и просто для домашних задач. Все начинается с IPS-матрицы с Full HD разрешением. Конечно, на 27 дюймов плотности пикселей маловато, чтобы назвать картинку детализированной, но зернистость по глазам сильно не бьет. В офисных приложениях, браузере и соцсетях картинка приемлемая. По крайней мере, глаза не болят после нескольких часов, проведенных за компом. На самом деле, только это уже львиная доля успеха. За счет IPS картинку можно хотя бы как-то назвать цветастой и насыщенной. По крайней мере, если у вас нет хорошего монитора, с которым можно сравнить глубину оттенков, то вообще очень сочное изображение выходит. Из минусов. Само собой, неравномерность подсветки, которую видно на темных сценах при выключенном в комнате свете. Из приятных плюшек. Повышенная частота обновления 165 Гц с плавными анимациями и прокручиванием той же ленты. Для этого монитор надо подключить по DisplayPort кабелю, который, кстати, не факт, что тоже будет в комплекте. Из минусов. Опытные юзеры говорят, что иногда виден гостинг. Это небольшой темно-остаточный шлейф при перемещении объектов в игре, например. Но тоже в глаза не бросается. На втором месте топа MSI G2712F. Монитор, по сути, для тех же задач. Немного подороже, но тут и матрица немного лучше, и в целом сборка, пластик приятней. В общем, слегка апгрейднутая версия прошлого Xiaomi. Для офисных задач я бы не стал такой рассматривать, просто нет смысла в переплате. А, например, для игр или для дома апгрейд будет больше заметен. Хотя базово тут тоже на 27 дюймов Full HD разрешение. Плотность пикселей та же, картинка отличается в деталях. Например, скорость отклика ниже. Для скоростных шутеров это важный момент. Цвета чуть насыщеннее, глубже и глоу-эффект не так ярко выражен. Это заметно и в фильмах, и в играх. Вообще, еще есть HDR якобы с повышенным диапазоном яркости и расширенной цветовой гаммой. Но монитор с такими параметрами ну никак не улучшает картинку, поэтому толку от HDR никакого. Впрочем, как и в любом другом недорогом мониторе. Плюсом идет частота обновления 180 Гц при подключении как по DisplayPort, так и по HDMI. Кабеля DisplayPort в комплекте нет, поэтому проще взять HDMI со старого моника. При этом, если вам нужен свободный HDMI, условно для подключения ноута или игровой приставки, то рядом есть второй порт. Эти моменты продуманы. В остальном же про этот монитор сказать нечего. Какого-то особенного функционала у него нет. Регулировок, дополнительных портов и тому подобного. Разве что настенное крепление на задней панели имеется для установки монитора на кронштейн. Но это уже кому пригодится, кому нет. Смотрите сами. Первое место в бюджетном сегменте занимает Thunder Robot LQ27F180.
Стоит плюс-минус тех же денег, что и прошлый MSI. У Thunder Robot нет веса для крепления монитора на кронштейн. Нет и никаких регулировок самого экрана, кроме базового наклона от минус 5 до плюс 15 градусов. Но его главный козырь в матрице – IPS 2К разрешение. Тут уже, конечно, картинка поинтереснее выглядит. И деталей больше, и четкости хватает. Ощущение схожее, когда с плохим зрением надеваешь линзы или очки. Сразу и углы острее, и трава зеленее. А тут же еще и 180 Гц. Так вообще любая игра новыми красками заиграет после обновления с монитора попроще. Правда, тут и ПК нужен посерьезнее. Речь про видеокарту уровня хотя бы RTX 4060 Ti или RTX 4070. Если сборка на AMD, это RX 6700 XT или вообще RX 6800. А они, знаете ли, совсем не бюджетные. Тысяч по 50-70 придется отдать. Ну, это я так, просто для вашего понимания, во что можно вляпаться с 2К монитором. Не говоря уже о чем-то большем. Поэтому будем надеяться, что вы готовы, или хотя бы почти. Конечно, тут есть технология адаптивной синхронизации, FreeSync. Она сглаживает разрывы кадров, пока ПК выдает чуть меньше кадров, чем показывает монитор. Но она чисто для подстраховки. Собственно, как и HDR. Он здесь тоже решающей роли не играет и мало на что влияет. Но картинка и без него получается классной. Все-таки 2К разрешение. Вот на этом Thunder Robot и заканчивается категория недорогих мониторов. Если все они вам не подходят или вызывают какие-то сомнения, смотрите дальше. Все интересное там. Дальше рассмотрим модели среднеценового сегмента. Тут всего 4 позиции, на последних из которых стоит Huawei Mate Viv GT SE XWU CBA. Я бы назвал его самым простым из всей подборки. Больше всего этот монитор хочется назвать рабочим, то есть для выполнения офисных задач, работы с документами, текстом, браузером. Для этого у него и матрица что надо, и функционал без избытка. Так тут стоит IPS-панель с 2К разрешением и частотой обновления 165 Гц. Не самая навороченная, с обычной глубиной цвета 8 бит. Это говорит о том, что монитор отображает 16,7 миллионов оттенков. Вопрос только, насколько точно он отображает такую палитру. В этом плане на самом деле нет каких-то фантастических результатов. Картинка выходит в любом случае яркой и цветастой. Сидеть в таблицах и Google документах хватит так точно. А смотреть фильмы, играть в какие-то игры тоже не создается ощущение, что на цветопередаче сэкономили. Вот то, что где-то засветы можно найти, это факт. Но если вы не смотрите сериалы в комнате с выключенным светом, то можно и не беспокоиться. В любом случае главное, что с этим монитором от продолжительной работы не устают глаза и голова. По функционалу тут прибавилась регулировка по высоте. Huawei ходит вверх-вниз на 11 см. По сути, наряду с наклоном до 20 градусов можно поставить экран так, чтобы было комфортно сидеть за компьютером целый рабочий день. Но за такую цену, конечно, можно было еще регулировок добавить. Или, например, портов дополнительных. Но тут только самая база плюс немного бонусов. За большим обращайтесь к следующим моделям или вешайте этот монитор на регулируемый кронштейн, если уж совсем не вмоготу. На третьем месте рейтинга LG Ultra Gear 27GR75QB. Вот это уже геймерский вариант. Он даже выглядит соответствующе. Грубые формы, громоздкая стойка, широкая подставка. И тактильно ощущается недурно, все-таки не самый дешевый пластик. В общем, не хватает только красных вставок и RGB подсветки. А подставка действительно внушительна. Если у вас самый простой стол глубиной 60 см, монитор займет прилично так место. Зато стоит как устойчиво. Но над подставкой тут попыхтели не только для создания геймерского вайба. Она еще и регулировок дает. Так, монитор выставляется в высоту на 11 см, плюс поворачивается в портретный режим, то есть вертикально. Это будет полезно для разных задач, хоть вертикальные шорты смотреть, хоть код выводить, хоть Telegram во всю длину открывать. Из функционала еще выделю один дополнительный HDMI разъем для подключения всякого и настенного крепления веса 100 на 100 мм. В общем-то и все. А по изображению из фишек скажу разве что про поддержку G-Sync. Это тот же FreeSync, только напрямую для видеокарт от Nvidia. Впрочем, это говорит только о статусе монитора. Якобы мало какие бренды заморачиваются с получением этого сертификата. Тут LG не пожалели сил. Базово же имеем всю ту же IPS-матрицу на 2К разрешении с частотой обновления 165 Гц при подключении по DisplayPort. Кстати, этот кабель идет в комплекте. Уже радует, не придется ограничиваться HDMI. Ну и картинку этот монитор выдает просто хорошую. Ничего плохого про нее сказать нельзя. Тут уже и глоу-эффект не так виден, и гостинг не заметен. Цвета при этом яркие, сочные, в играх картинка классная.
На втором месте рейтинга LG Ultra Gear 27GP850B. Игровой монитор тоже не начального уровня. Как раз для тех, кто уже насиделся на простом 24-дюймовом Full HD с 60 Гц и теперь хочет обновиться до чего-то посерьезнее. Матрица при этом стоит среднего уровня, Nano IPS. Звучит красиво, но приставка особого смысла в себе не несет. Хотя при том это все равно одна из самых быстрых по скорости отклика в своем классе. Для шутеров то, что надо, и даже засветы минимальная. Из недостатков: немного пониженный коэффициент контрастности и посредственная равномерность на светлых кадрах. Ну и еще и HDR особыми красками не радует. Впрочем, в играх это все глаза не мозолит. Такие тонкости заметит человек, повидавший не одну тройку мониторов. А так, абсолютно нормальная цветопередача с широким цветовым охватом, отсутствием мерцания и приличными углами обзора. Частота обновления в стоке 165 Гц. Если немного покопаться в настройках, можно сделать 180 Гц. Это при желании, конечно. При этом гостинг в глаза не бросается, поэтому почему бы и не воспользоваться лишними 15 FPS. Эргономика и функционал тут тоже на уровне. Подставка регулируется во всех плоскостях, и по высоте ходит, и поворачивается вокруг своей оси, и вертикально становится. Места занимает тоже много, но если что, можно повесить на кронштейн. Веса 100 на 100 имеется. Бонус: сзади есть два USB-порта версии 3.0 и один USB на вход. Тут можно что-нибудь подключить для удобства. Беспроводную мышь, накопитель, смартфон. Да, не самое удобное расположение, но кому-то будет удобнее, чем тянуться к системнику. Первое место этого раздела занимает Xiaomi Redmi Display G Pro. Уже не раз этот монитор становится лидером там, где в принципе можно это сделать. Он недавно вышел и сразу выделился матрицей. Так, тут стоит хорошая IPS-матрица на 8 бит плюс FRC. За счет чего монитор способен распознавать еще больше оттенков, чем обычная 8-битная матрица. Но основная изюминка закрыта в технологии подсветки Mini LED. Благодаря этому экран способен достичь по-настоящему высокого уровня яркости, вплоть до 1000 нит. Это открывает для пользователя истинный мир HDR, которого так не хватало в прошлых участниках рейтинга. Яркие сцены в играх или при просмотре HDR-контента теперь выглядят так, как должны. С глубокими тенями и яркими светлыми участками, без потери деталей. Все эти моменты на бюджетных мониторах часто теряются или сливаются в блеклый однообразный фон, если ставить в сравнение этот Xiaomi. Не забыли и о калибровке. Монитор выходит из коробки с заводской настройкой, что подтверждается сертификатом. В результате картинка просто поражает своими контрастами, а черный цвет становится действительно глубоким, как у лучших VA-панелей. Устранены многие проблемы с засветами, которые так часто встречаются в бюджетных IPS-моделях. Конечно, небольшие артефакты у некоторых владельцев встречаются, но по сравнению с конкурентами это значительно лучше. Что касается функционала. Подставка регулируется по всем плоскостям и горит RGB-подсветкой с разными режимами. Не хватает разве что USB-портов. Но монитор все-таки из среднебюджетного сегмента. Поэтому давайте перейдем к топовому сегменту и посмотрим, что там можно рассмотреть. Тут на третьем месте стоит монитор Asus ProArt PA278CGV. Самый доступный монитор для тех, кто занимается дизайном, ретушью, цветокоррекцией, монтажом и всяким таким творческим. Его можно посоветовать и новичкам в своем деле, и middle-специалистам, которые хотят обновить свой старый моник. Вот эта модель не имеет ничего лишнего и полностью стоит своих денег. Матрица тут отличная. IPS 2К разрешение, глубиной цвета 10 бит и частотой 144 Гц. На тестах дисплей выдал хорошие показатели соответствия цветовым гаммам sRGB 96%, DCI-P3 70% и Adobe RGB 68%. Конечно, на официальных сайтах всегда рисуют красивые цифры в 95-100%, но по факту на тестах этого добиваются лишь единицы. И показателей этого Asus ProArt достаточно для работы с графическим дизайном и тому подобным. Все цвета калибруются с завода с точностью Delta E от 0,6 до 2. Если вам, как профессионалу, этого мало, можно самостоятельно настроить и откалибровать картинку под себя. Понимающие люди занимались таким и достигали еще лучших результатов. Но если вы хотите просто работать за монитором из коробки, без проблем. Есть много предустановленных режимов с настроенными параметрами для работы, в том числе классный HDR. По функционалу тут полный фарш за свои деньги. Подставка регулируется по всем плоскостям с разрешенными показателями. Ход по высоте 15 см, поворачивается вокруг оси на 45 градусов и наклоняется от -5 до +35 градусов.
Плюс к этому 4 USB-порта 3.2 Gen 1 для подключения периферии. И еще один USB-C, который можно юзать как зарядное устройство на 90 Вт. А можно как и альтернативу DisplayPort для подключения к ноутбуку, например. В общем, за свои деньги шик, блеск. Если прям сильно понравился монитор, но в приоритете бюджет поменьше, можно рассмотреть Asus ProArt PA278CV. Этот очень похож, но отличается пониженной частотой обновления 144 Гц без HDR и с матрицей послабее, с пониженной контрастностью и слабой однородностью черного цвета. На втором месте топа монитор Dell P2723QE. Монитор плюс-минус из того же сегмента, что и прошлый Asus. Они в целом-то очень схожи по предназначению. Но вот Dell я не могу порекомендовать для того же человека, которому бы посоветовал Asus. Все дело в матрице. Точнее, в ее 4К разрешении. 3840 на 2160 пикселей требует компьютер совсем другой мощности. 4К как ни крути, а RTX 4070 не потянет. То есть тут нужен человек, у которого собран серьезный ПК на топовом железе. Этот Dell я бы назвал одним из самых доступных решений среди 4К мониторов для работы, причем не обязательно связанной с монтажом, графическим дизайном или моделированием. На таком вполне приятно и офисную рутину выполнять. Вопрос средств, конечно. Матрица стоит классная, в плане картинки, цветопередачи и ее точности вопросов нет. Имеются только базовые болячки типа пониженного коэффициента контрастности, если сравнивать с топовой VA-матрицей. Ну и HDR слабоватый на фоне прошлого Asus. Поэтому этот Dell скорее под какие-нибудь бизнесовые или офисные задачи. У него для этого и функционал весь на месте. Регулировки подставки по всем фронтам, куча портов, в число которых входит 4 USB-A и 1 USB-C с поддержкой зарядки на 90 Вт. И даже LAN-порт для подключения к интернету по проводу есть. Так что по итогу это довольно-таки жирный 4К монитор для ежедневного использования. С четкой картинкой без излишеств типа максимально точной цветопередачи или кучи режимов с разными цветовыми пространствами и с полноценным функционалом для комфортной работы. Ну а геймерам я оставил первое место рейтинга, которое занимает флагманская модель Asus ROG Swift PG27AQDM. Для тех 3-5% игроков с кучей денег на счете и на крутейшем ПК с желанием создать лучшее геймерское место, хотя последнее опционально, но этот монитор потребует реальных вложений. От всех остальных Asus PG27AQDM отличается OLED-матрицей с 2К разрешением. А это не IPS, не VA, не TN, не какие-либо еще сорта. Яркость, контрастность и насыщенные цвета – все в гармонии. Картинка на этом мониторе буквально оживает, а черный цвет становится по-настоящему глубоким и чистым, ведь у OLED-матриц нет засветов. Цветопередача здесь на уровне искусства. Каждое изображение выглядит так, будто оно настоящее. Ну а если уже красиво описывать, то так, чтобы понятно стало. Красные оттенки яркие и насыщенные, синие – холодные и глубокие, зеленые – естественные и живые. Для геймеров, которым важна каждая деталь, это просто находка. Да, и для дизайнеров тоже. Конечно, у OLED-матриц есть известная проблема – выгорание пикселей. Для этого Asus предусмотрел решение. Есть встроенная функция очистки пикселей. Она автоматически делает все, чтобы продлить срок службы матрицы, поэтому проблем с выгоранием можете не бояться. Частота обновления 240 Гц. Еще один козырь этого монитора. Он идеально подходит для самых требовательных игр. Плавное движение, четкие линии, никаких размытых изображений или артефактов. То, что нужно для максимального погружения. Про функционал тоже не забыли. На задней панели есть HDMI и DisplayPort, в который вы можете подключить игровую консоль, ПК, ноутбук для работы или игр. Плюс тройка USB разъемов, но без Type-C. Ну и подставка, само собой, регулируется как только можно. Так что в сухом остатке за приличные деньги мы получаем один из лучших игровых мониторов на 27 дюймов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.